Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Сегодня я вам покажу сразу 3 сборки ПК в разных ценовых категориях, которые сейчас, на мой взгляд, являются самыми удачными. Сами сборки будут без корпусов и накопителей, так как у всех разные вкусы и каждому необходим определенный объем дисков. Также в конце видео я покажу вам самые актуальные корпуса, в которые можно вставить любую из этих сборок. Но это будут те корпуса, которые нравятся лично мне. Но перед тем, как мы перейдем к сборке ПК, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, а ссылки на все сборки лежат, как всегда, в описании. И давайте начнем с самого бюджетного компьютера. Это сборка ПК на процессоре Core i3-9100F. Этот процессор сейчас самое лучшее приобретение для нетребовательных пользователей, так как цена на него практически не поменялась. Под него можно взять самую дешевую материнку, но если посмотреть на цены, то самый адекватный вариант это B365M Pro VH от компании MSI. Она сейчас стоит всего на 500 рублей дороже обрубков на H-чипсете и в придачу имеет слот M2 и адекватный питальник. Охлаждать наш процессор мы будем простеньким охладом от Deepcool. Можно, конечно, взять боксовую версию процессора, но с этим кулером температура процессора была на 10 градусов ниже, а по цене он выходит примерно так же. Оперативной памяти я поставил 8 ГБ двумя планками по 4. Это отличные планки на 2400 МГц от Corsair с таймингами CL14. Как по мне, 8 ГБ вполне хватает для такой сборки ПК, но если у вас есть бюджет, то можете спокойно поставить сюда и 16 ГБ. Но выводить картинку в этой сборке будет GTX 1650 Super от компании Polit. Конечно, сейчас эта видеокарта изрядно подорожала, но она до сих пор является лучшим решением в бюджетной ПК. А запитать такой ПК можно даже самым дешевым блоком питания, так как потребление тут просто минимальное. Я же взял под такую сборку Deepcool DN500. И по цене бьет не сильно и справляется на ура, и даже есть небольшой запас под апгрейд. Без накопителей и корпуса эта сборка обошлась в 33 тысячи рублей, а ее конечная стоимость будет варьироваться от корпуса, который вам понравится, и объема SSD и жесткого диска. Я же поставил сюда один SSD на 120 гигов и жесткий диск на терабайт, и конечная стоимость вышла 40 тысяч рублей. Следующая сборка ПК уже ощутимо дороже и подойдет для серьезного гейминга Full HD. В ее основе лежит процессор Ryzen 5 2600, который до сих пор является актуальным решением и стоит ощутимо дешевле Intel. Под него я выбрал всю ту же народную материнку B450M S2H. Но если вам нужны 4 слота под OZU и дополнительный разъем PCI-Express, то можете присмотреться к B450M DS3H. Оперативную память по классике я взял Viper Steel на 3200 МГц. Для процессоров на Zen Plus это самый идеальный вариант по цене и качеству. А пределом возможностей данного процессора можно назвать порог в 3600 МГц. Выше этого значения вы получите упадок производительности, да и материнская плата не поддерживает большую частоту. И охлаждать наш процессор вызвался башенный кулер PC-Cooler GI-X4. Под такой башней температура процессора составляет около 55 градусов под нагрузкой Prime 95, что весьма неплохой результат за такой ценник. Обрабатывать графику в такой сборке будет видеокарта GTX 1660 Super от Giga на 3 кулера. Такой видеокарты сейчас достаточно для большинства игр, если вы играете Full HD. Но вы всегда можете поставить в эту сборку и более мощную видеокарту, если вам позволяет бюджет. А запитать все это железо я решил блоком питания EVGA 600W1. Если посчитать все комплектующие этой сборки, то ее стоимость выходит в 51 тысячу рублей. А конечная стоимость будет варьироваться от корпуса и накопителей. Третья же сборка предназначена для максимального FPS. Это уже действительно игровой ПК за чуть больше, чем 100 тысяч рублей. В его основе лежит процессор Core i7-10700F. По нынешней цене это очень достойный процессор с запасом на года вперед. Под него я выбрал материнскую плату Z490 Gaming X. Это позволит вам выставить большую частоту OZU, чем рекомендует Intel. Да и конкретно эта материнская плата получилась весьма удачной. На саму же оперативную память придется неплохо так потратиться. Я взял сюда 2 планки по 8 гигов HyperX Predator с частотой 3600 МГц. Это отличная память, которая и по своему XMP даст вам отличный прирост по сравнению с базовой частотой. А любители разгона смогут спокойно ее погнать или снизить тайминги. Охлаждать аппетиты нашего 8-ядерного камня будет двухкулерная башня от Arctic. Ее с головой хватает под i7 в стоке, а так как процессор у нас без индекса K, то и о разгоне речи не идет. Да и по цене такой охлад не сильно ударит по бюджету сборки. Видеокарту я сюда поставил RTX 2060 Super в исполнении Polit Jetstream. Так как с нынешними ценами более дорогая RTX 2070 Super уже не вписывается в бюджет 100 тысяч рублей. А в свете выхода новых видеокарт RTX 3000 она и вовсе становится не самой интересной покупкой. А вот RTX 2060 Super даст вам и лучи, и DLSS, и обеспечит достойным счетчиком кадров.
А запитывать эту сборку будет Cooler Master MVE на 750 Вт. Его хватит как и для этой видеокарты, так и для какой-нибудь RTX 3070. Так что если у вас есть бюджет на новые видеокарты зеленых, то вы можете спокойно дождаться их и поставить вместо RTX 2060 Super. Плюс ко всему вы можете взять и более дорогой блок питания, если вам позволяет бюджет. В общем, база в этой сборке идеальная и вполне может подвергнуться модификации в сторону переплаты. Такая сборка без накопителей и корпуса обойдется сейчас ровно в 100 000 рублей. Ее будет с головой как и поиграть, так и постримить или позаниматься каким-нибудь монтажом. И давайте немного объясню, почему все сборки без накопителей. Все дело в том, что очень сложно угадать, какой именно объем вам нужен. Кому-то будет достаточно 240 ГБ SSD в бюджетной сборке, а кому-то и жесткого на 2 ТБ будет мало. Все зависит от того, сколько памяти вам нужно. Плюс много нюансов в выборе самого SSD. Для обычного игрового ПК среднего класса сейчас достаточно обычного SATA, но кто-то, возможно, захочет поставить и M2. На мой взгляд, самые актуальные модели сейчас это ADATA SU750 для SATA и ADATA SX6000 Pro для M2. Но в зависимости от желаемой скорости и цены в вашем городе можно подобрать и более лучшие модели. Что касается корпусов, то на мой взгляд самой удачной моделью до сих пор выступает Zalman S2. За свои деньги это отличная коробка с продуманной системой охлаждения. Дальше отличным вариантом можно отметить Aerocool Sentinel с 4 RGB кулерами и нормальным стеклом. Ну и конечно же Deepcool Matrix 50. Но на самом деле достойных блоков просто вагон и маленькая тележка, а вкусы у всех разные и кому-то, например, не понравится ни один из этих корпусов. Ну а на ближайшее будущее эти три сборки, на мой взгляд, идеальные за свой бюджет. Ситуация скорее всего поменяется, когда уже повыходят все новые видеокарты и процессоры Ryzen 5000. Но даже в таком случае сборки вряд ли потеряют актуальность. Ryzen 5000 получились пока что весьма дорогими, и их выход еще больше должен снизить цены на процессоры Intel. А Ryzen 5 2600 как раз и должен начать дешеветь с приходом Zen 3. Что касается видеокарт, то тут надо ждать полноценного выхода видеокарт RX 6000, до которого еще минимум месяца полтора, а то и два, и потом уже смотреть, какими они будут по цене. Что касается видеокарт RTX 3000, то они скорее всего повлияют на рынок видеокарт после того, как их можно будет спокойно купить в любом магазине. До этого момента вряд ли что-то изменится, а цены будут прыгать только от курса валют. Но я надеюсь, что каждому, кто соберет какую-то из этих сборок, она действительно понравится. А если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить ему лайк. Также напишите в комментариях, как вам такой формат видео про сборки ПК. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Ну а я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!